Привет, с вами Марина Романенко. Вы знаете, тема, о которой я сейчас буду говорить, мы сначала долго смеялись над ней, но потом решили, что мы не можем обойти ее вниманием, потому что острота вопроса такая, что, наверное, я не знаю ни одного родителя или бабушек с дедушками, которые бы не интересовались этими. Итак, сегодня мы поговорим о том, как приучить ребенка к горшку. Знаете, мы решили поднять эту тему, потому что очень много споров вокруг нее. И, может быть, вы тот родитель, который вообще даже не задумывались над этим. Но я вас уверяю, а ваша свекровь или свекор, или тесть, или теща напомнят вам, что уже настало это время, когда ваш ребенок должен ходить на горшок. Или вдруг на улице вы обнаружите, что мама другая рассказывает о том, как сложно это было, и что уже давно пора, а что ваш еще не ходит. И вы начнете задумываться над этим и лихорадочно искать решение этому вопросу, и будете принимать какие-то решения. И поэтому сегодняшнее видео посвящено тому, как не допустить распространенных ошибок и как на самом деле с легкостью приучить ребенка ходить на горшок. Мой опыт говорит о том, что существует 3 категории родителей, которые четко убеждены в том, что первая категория говорит о том, что нужно еще до года высаживать ребенка на горшок, и тогда все будет в порядке. Вторая категория говорит о том, что, боже мой, ходит в памперсе, посмотрите, никто вокруг не ходит в памперсе, когда снимет, тогда снимет. А третья категория родителей говорит о том, что в 2 года точно, лучше в 1,5, ребенок обязан ходить уже на горшок. И если это не так, значит что-то не так с их ребенком. На самом деле ни первая, ни вторая, ни третья категория не правы. Потому что есть физиологические предпосылки к тому, когда маленький человек начинает контролировать своим мозгом позывы к тому, чтобы сходить в туалет. Когда он начинает учиться проситься, и когда он может этим управлять. Первая категория, которая говорит, что нужно до года высаживать ребенка на горшок. Реально я знаю многих родителей, которые так и делали. И буквально недавно видела свою подругу, которая тоже так делала. И она гордится тем, что ребенок уже в год ходит на горшок. И радость таких родителей обычно заканчивается ближе к 2 годам. Потому что если он до этого успешно высаженный туда ходил, вдруг перестает это делать. И они не понимают, что не так, почему ребенок перестал это делать. А я объясню. Потому что до этого у него не было возможности убежать от вас, когда вы его садили на горшок. В 3 месяца, в 6 месяцев, в 9 месяцев. А теперь у него есть возможность от вас убежать, и он хочет делать что-то произвольно, по своему воле и по своему желанию, а не потому, что вы решили, что ему пора сходить на горшок. Но он еще слишком мал для того, чтобы отрегулировать этот процесс, потому что до этого момента регулировали его взрослые. Вторая категория родителей, которые боже мой, пусть ходит в памперсе сколько хочет, это вообще неплохо. Я ни разу не видела взрослого человека, если с ним все в порядке, который в памперсе ходит. Рано или поздно они его снимают и начинают ходить, может быть, уже сразу в туалет даже, а не на горшок, к унитазу. Но здесь может быть такой момент, что мы живем в обществе, в котором косые взгляды наделают больше вреда, чем этот памперс. Просто когда ребенку 4, а он все еще ходит в памперсе, реально, в большинстве стран мира, может быть, на это спокойно посмотрит, но в Украине покажут пальцем. И в этот момент ваш ребенок может неловко начать себя чувствовать и думать, что с ним что-то не так. Поэтому лучше не доводить ситуацию до такого момента, когда ребенок решит, что это с ним что-то не так, и его самооценка пойдет вниз. Третья категория родителей, которые говорят к 2 годам, а еще лучше к 1,5 годам, чтобы ребенок точно начал ходить в туалет, предпринимают к этому огромное количество действий. Они регулярно высаживают ребенка, сажают игрушки. Ребенок с удовольствием несет игрушку на горшок, тоже ее туда садит, сам не ходит. Иногда он на нем сидит и тоже туда не ходит, а ходит рядом или в другое время. И родители начинают беспокоиться, искать тонны литературы, что там говорят в сообществах на эту тему. И здесь можно поискать очень и увидеть много советов, которые больше вредные, чем полезные. Есть метод 10 колгот. Или 10 пар ползунков он еще называется. И говорится в нем следующее. Если ваш ребенок намочил штаны, ни в коем случае не спешите снимать их первые полчаса. Пускай походит, пусть ему станет некомфортно, а только потом поменяйте.
Но, уважаемые родители, если вы любите своего ребенка, ну просто представьте, ну зачем создавать ситуацию, при которой ему будет некомфортно? Он маленький, он не понимает еще этого. Но это не человеческий метод, а главное, он не даст того результата. Что ребенок все равно не понимает, почему он ходит в мокром. Единственное, что вы сформируете, это то, что у него есть привычка ходить в мокрых штанах, который потом может привести к тому, что он будет не так аккуратен в жизни, как хотелось бы, чтобы он был. Второй момент – это когда похвалите ребенка за то, что он сходил на горшок. Знаете, я когда-то видела 5-летнего у себя в академии, который вышел из туалета и сказал: «Бабушка, я покакал», и бабушка ему аплодировала. И в этот момент я подумала: о боже, а завтра он скажет: «Бабушка, я дышу», и она будет аплодировать тому, что он дышит. Ну вот сходить в туалет, помыть руки, покушать, поспать, поесть, поздороваться, поговорить, посмотреть на мир – это такие же обычные физиологические вещи, и хвалить за это точно не надо. Ну, потому что завтра он пойдет в туалет только тогда, когда вы ему за это похлопаете. На одном из блогов я еще отрыла рекомендацию родителям, что есть потрясающие книжки, они так и называются «Кака-книга». Я подумала: о, может быть интересно, может действительно дельный совет, может там показано, вот как ребенок съел, как еда идет по пищеводу, что происходит в желудке, и каким образом она выходит, и где это нужно делать. Но нет, я обнаружила несколько книг, в которых говорится, что какашки везде, что клубника, которую ты ешь, удобрена какашками, что по улицам ездят машины с какашками, поэтому будь осторожен, ты можешь быть забрызган ими. В общем, после таких книг ваш ребенок не будет есть клубнику и будет вообще опасаться машин на улицах. Поэтому это точно не те вещи, которые нужно показывать детям. И ни в коем случае не ругайте малыша, если он намочил трусы. Совсем недавно, страшно на самом деле, наблюдала историю, когда то ли это няня, то ли это бабушка на детской площадке стыдила ребенка по поводу того, что вот пусть все увидят, как неправильно ты сделал, что ты намочил трусы. Ну вот ничего подобного делать нельзя. А теперь расскажу о том, что на самом деле нужно делать для того, чтобы ребенок отвык от памперса и спокойно приучился к горшку или к унитазу. Итак, первое. Знаете, нужно успокоиться и постараться не реагировать ни на какие замечания подруг по площадке, подруг вообще, с которыми вы выгуливаете детей, растите вместе, или ваших родителей. Потому что рано или поздно ваш ребенок точно научится ходить и в памперсе всю жизнь не будет. Второе. Где-то к 2 годам физиологически формируется механизм, при котором ребенок может задержать вот это вот «я хочу в туалет» и не уписаться сразу, а задержать этот момент до того, чтобы добежать до туалета. И может регулировать этот процесс. У кого-то он начинается чуть раньше, а у кого-то начинается чуть позже. Просто будьте внимательны к своим детям. И если вы увидели, знаете, когда дети писают, они замирают на мгновение. Вот он бегал, потом замер. Спросите, вот ты хочешь в туалет или там уже писаешь, да? Успеешь добежать? Если он кивает «да», бегите в туалет и садите его на горшок. Если уже сказал «нет», ну окей, в следующий раз там помаши мне рукой, предупреди, или я тебя спрошу. Третий момент. Знаете, будьте всегда спокойны, и вы должны понять, что взрослые люди, они на горшок не ходят. И сколько бы вы ни высаживали туда мишку, сколько бы вы ни садили туда ребенка, он не может понять, почему от него требует то, что он не видит вокруг. Поэтому один из самых простых способов приучить ребенка к горшку – это сделать дома вечеринку с кучей детей, которые умеют ходить на горшок. Ну вот так и сказать: слушайте, подруги, у меня проблема, но не ходит он. Приведите своих детей и принесите свои горшки. Если ваши ходят, то у моего хотя бы будет шанс посмотреть, как это вообще делают другие дети. И когда ребенок увидит, что другие дети без принуждения, без излишней похвалы, спокойно сняли штаны и сходили на горшок, и, может быть, несколько раз за вечер, он такой серьезно задумается: о, так это способ. Но это вот один из самых действенных и самых простых методов. Я применяла со своими детьми. Я поняла, что мишки не работают, ничего не работает. Мой сын с успехом ходил в туалет рядом с горшком. Я сделала вечеринку, и больше мне ни разу не пришлось объяснять ему, почему нужно сесть на горшок, потому что он это видел, и у него вопросов больше не возникало. А еще просто потихонечку начинайте снимать памперс ребенку где-то в 1,5 года. Можете снимать на дневной сон, можете снимать на улицу, запаситесь кучей трусиков. Уписался? Ок, меняем трусы, меняем. В следующий раз захочешь писать, скажешь, да. И он может заиграться и забыть, и не сказать.
Но вы воспринимайте это спокойно, меняйте столько раз, сколько нужно. Жизнь не стоит на месте, и вот мамы, наверное, или папы, которые когда-то заботились таким вопросом, как приучить ребенка к горшку, придумали трусики, которые так и называются. Приучение к горшку часто продаются в Мазыкее. Это можно спросить, в чем их суть? Они не промокают так быстро, как обычные. То бишь, если ребенок в них одет, то вероятность того, что колготки не промокнут с первого раза, однозначно. Они продаются наборами, покупайте их, часто меняйте. Это уже не памперс. Ребенок привыкает к тому, что они снимаются, одеваются, как обычные трусики. Они вот и выглядят как обычные трусики, только чуть поплотнее. И так потихонечку вы перейдете на самое обычное белье. Наверное, самое важное, не торопите события, будьте спокойными, не поддавайтесь истерии вокруг этого, да, и не слушайте глупых советов, которые будут оскорблять честь и достоинство вашего ребенка. Относитесь к нему с любовью, с уважением и поймите, что рано или поздно он начнет ходить. И это начнет, может быть, в 3 года, может быть, в 2,5, и может быть, в год и 8 месяцев. И то будет считаться нормальным. Подписывайтесь на наш канал. И самое важное, комментируйте. Это такая тема, которая, с одной стороны, смешная, а с другой стороны, очень серьезная. Напишите, как было у вас. Какие комментарии слышали вы, как вам удалось приучить своего ребенка, или с какими трудностями вы столкнулись. Нам это невероятно интересно. Если мы сможем еще как-то дальше прокомментировать и быть полезными для вас, будем очень рады.